Всем привет! В этом видео я хочу рассказать про историю Альянса Сянчжоу. Так как не все даты известны точно, многие будут приблизительными. Глава 1. Эпоха одиноких путешествий. На заре звездного календаря в нулевом году Альянс Сянчжоу покинул свою родную планету и отправился в грандиозный поход. 9 кораблей, включая прославленный Лофу, отправились в плавание по космическим океанам в поисках Эона Яоши, почитаемого как Сантус Медикус, маяка бессмертия. Веками ткали свой гобелен по звездам, и примерно в 500 году звездного календаря Сянчжоу столкнулся с загадочными китами пустоты, чьи призрачные мелодии звучали сквозь ткань космоса. Через тысячелетия после начала своей Одиссеи, около 1000 года по звездному календарю, Альянс Сянчжоу стал свидетелем благоговейного строительства Небесной Стены Ехидны, Небесного Бастиона, воздвинутого Эоном Клипотом. Наряду с этим монументальным зрелищем они наладили связь с загадочной корпорацией межзвездного мира, открыв двери в новые сферы знаний. В разгар этого космического путешествия в небесном гобелене около 1700 года по звездному календарю Лан, королевский лук, был отдан звездам, и его рождение открыло эпоху великого значения в летописи Сянчжоу. Но среди триумфов и ткань их существования была вплетена в борьбу. Примерно в 1400 году по звездному календарю народ Сянчжоу отвоевал у ауруматонов контроль над своей судьбой и стал самостоятельно ориентироваться в космических просторах. В разгар космического странствия произошла загадочная встреча. Еле существа бесформенной энергии явили себя Сянчжоу, сотворив иллюзии и миражи, которые пленили сердца Альянса. Их приманка околдовала сянчжоуцев, сплетя паутину зависимости через пиршество и потворство. Последовали годы конфликта, известные как война Гелиоби. В отчаянной попытке выжить Лан с Сянчжоу возглавил отважный отряд, который переоборудовал двигатели кораблей в оружие. Их жертва привела к взрыву красной микрозвезды Гелиоби, отправив ее в космическую бездну. Посреди этой космической суматохи Эон Яоши посадила древо амброзии на корабле Сянчжоу Лофу, возведя его в ранг уважаемого флагмана Альянса, маяка надежды среди неизведанных просторов космоса. Пока звезды продолжали свой вечный танец, Сянчжоу Лофу вписал свою сагу в небесное полотно, летопись духов первопроходцев, небесных встреч и неустанного стремления к Сантус Медикус, окутанную пеленой времени. Часть 2. Эра Теофании. В свитках звездного календаря 2605 год ознаменовал поворотный момент. Лофу представили перепись и альманах «Желтые жакеты», затейливую книгу, в которой описался цикл смерти и возрождения на просторах Сянчжоу. Это было свидетельство вечного круговорота жизни, который эхом разносился по небесным коридорам. В то время как космос продолжал свой космический балет, флот Сянчжоу, ориентируясь на потоки судьбы, отправился в звездную систему Канат Фарел, июле 2606 года по звездному календарю. Это космическое паломничество открыло невиданные ранее просторы, открывая новые созвездия и небесные чудеса. 4 года спустя, среди космического великолепия, Сянчжоу Лофу стал небесной сценой для веселья и созерцания. В июле 2610 года по звездному календарю состоялось грандиозное празднование – ода стремления к бесконечной жизни. Среди веселья и вина каждый в Сянчжоу отправил делегацию, чтобы соткать гобелен товарищества по космическим просторам, упиваясь единством и общими стремлениями. Отголоски этой эпохи эхом прокатились по космической ткани, смешав мифы, праздники и неустанное стремление к вечному среди мерцающих звезд. Сянчжоу Лофу стоял как маяк, освещая космическую сцену и оркеструя симфонию надежд, единства и стремления к небесному бессмертию. Часть 3. Эпоха кровопролития. В космических коридорах Альянса Сянчжоу развернулась эпоха потрясений и раздоров, ознаменовавшая эру кровопролития, где небесная турбулентность смешалась с конфликтами и изменчивым верованием. В небесных аналах февраля 3198 года по звездному календарю раздор разделил некогда единый флот. Заявление грубого мастера вызвало несогласие, призвав к радикальным реформам, чтобы свергнуть укоренившуюся иерархию изобилия. На кораблях воцарился хаос, напряжение нарастало. Села семена мятежа против Сянчжоу Джумин и ввергала флот в смятение.
Катаклизмический декабрь 3287 года по звездному календарю окрасил космос беспорядочной резней. Ауруматоны, не имевшие союзников, развязали беспрецедентную жестокость, утопив небесные коридоры в беспрецедентном кровопролитии. В феврале следующего года на фоне кровавой бойни расцвел хрупкий союз. Воюющие фракции, некогда находившиеся друг у друга на устах, объединились против общей угрозы Ауруматона и провели переговоры о мире, кульминацией которых стало Апрельское соглашение, ограничивающее военные авантюры для противодействия надвигающейся угрозе. В храбром порыве единства Джиге, мастер примус Ауруматонов, объединился с Сянчжоу Яо Цин, создав грозную силу, которая разгромила Ауруматонов в мае 3290 года по звездному календарю. Бездомные остатки были сдержаны, что ознаменовало конец восстания Ауруматонов. Но флот Сянчжоу, разделяемый вековыми внутренними распрями, искал передышки. В сентябре 3294 года по звездному календарю появился план по сокращению военных действий и созданию условий для омоложения общества в условиях дефицита и изобилия. На небесной сцене зародились различные секты и верования, каждая из которых заняла свою нишу среди космических суматох. Появились секта твердыни, секта мудрости и различные фракции, руководствующиеся разными верованиями, от веры в Эона до поклонения древним императорам и героям. Разразился тяжелый кризис веры, отмеченный пламенной катастрофой. Встреча с Маудрассилом, смертельным врагом изначальной империи, привела к войне, которая обрушила на Альянс Сянчжоу 3 страдания. В разгар этой суматохи жертвенность и героизм определили их историю. Арбитр Небесной Дуги появился как Эон Охоты. Владея легендарным луком и выпустив решающую стрелу, которая разорвала связь между Лофу и Маудрассилом, переломив ход событий против Легиона Изобилия. В разгар сражения секты боролись за первенство. Секта Сохранения выступила за осторожность, а секта Небесной Дуги за агрессивную защиту. Появление Небесной Дуги укрепило убеждение, превратив пограничную секту Небесной Дуги в грозную силу, бросившую вызов пути сохранения. В этом горниле союзы менялись и расширялись. Новые существа, Видяхары и Лисий народ, присоединились к Альянсу, определяя его судьбу среди космического хаоса. В 4100 году звездного календаря арбитр Небесной Дуги вознесся в качестве Верховного Эона, направляя судьбу Альянса Сянчжоу. Космические коридоры перекликаются с историями о жертвах, вере и изменчивых союзах, запечатлевая неизгладимую сагу на полотне времени. Часть 4. 400-800 год звездного календаря. Со временем разворачивается космическая сага Альянса Сянчжоу, в которой есть и союзы, и чума, и небесные войны, и моменты храбрости посреди тяжелейших конфликтов. Около 4800 года по звездному календарю представители рода Видяхара заключают нерушимый союз на Юке, скрепив свой священный обет словами, которые прозвучали сильнее, чем земля и сталь. Пожиратели Луны, хранители древа Амброзии на Лофу, присматривают за священной реликвией. Прошли века, и возникла секта холодных родников, совершившая революцию в здравоохранении и воплотившая в жизнь идеи медицинского сборника Лю Хуа. Новаторские идеи секты постепенно получили признание в Альянсе, изменив сферу медицины. Бурные времена, отмеченные чумой и экологическим опустошением, эхом прокатились по космическому гобелену. Лорд-разрушитель и повелитель Зефира сеяли хаос, испепеляя планеты и разрушая экосистемы. Среди хаоса родились легенды, заоблачный квинтет, прославившийся тем, что изгоняли захватчиков, спасая корабли и побеждая космические угрозы. Их подвиги украшали космические хроники вплоть до их окончательного распада. Прошли годы, отмеченные раздорами в рядах Лофу. Восстание Пожирателя Луны повергло священный лес в смятение, что привело к столкновению между облачными рыцарями и наставниками Видяхара. Отдельные трагедии омрачили космическую сцену. Цзиньлю подалась Мария, а проявления арбитра Небесной Дуги намекали на беспорядки.
Войны с обитателями изобилия опустошили флоты, приводя к ошеломляющим жертвам и колоссальным потерям. Сошествие арбитра Небесной Дуги на физический план принес как спасение, так и разрушение, перевернув ход конфликта. Среди этой небесной суматохи в 8096 году молодой солдат Ян Цин стал известным, запечатлев свое имя в отголосках турнира, устроенного в замке Божественного Предвидения, и получив почетное звание лейтенанта Облачного Рыцаря. В космическом балете небесных потрясений и отважных поступков Альянс Сянчжоу прошел через эпохи, отмеченные союзами, разрушительными конфликтами и индивидуальным героизмом, запечатлев неизгладимую сагу на полотне времени. Настоящее разворачивается в космических коридорах Сянчжоу-Лофу, где распри и интриги переплетаются в паутине разворачивающихся событий. В тумане марта 8100 года звездного календаря Байлу совершает дерзкий побег из алхимической комиссии при помощи Банся, а неизвестная сила тайно переводит Стелларон на Лофу и встраивает его в священное древо Амброзии. Напряжение нарастает, когда охотник за Стеллароном проникают на Лофу, и в итоге в корабле происходит вспышка энергии Стелларона. В разгар хаоса Блейд, захваченный облачными рыцарями, подвергается допросу Цзинь Юаня, но совершает дерзкий побег и погружается в лабиринт интриг. Экипаж Астрального экспресса, взявшийся за разрешение кризиса со Стеллароном, сталкивается с препятствиями. Вначале им было отказано в доступе, но в конце концов они проникают на Лофу с помощью взлома Серебряного Волка. Первопроходец Март 7 и Велт встречаются с Тинь-Юнь и направляются в главное пристанище. В результате поисков команда попадает в Звездный дворец, где сталкивается с Юй-Кун, чьи подозрения в связях с охотниками за Стеллароном осложняют их миссию. Цзинь Юань, генерал облачных рыцарей, просит команду помочь найти Кафку, что приводит к запутанной погоне. В разгар погони встреча Даньхэна, Сушан и Лоча придают драме дополнительный смысл. Путь команды пересекается с Фусюань, главой комиссии по гаданию, и Кафкой, что приводит к напряженным допросам и передаче Кафки команде. События выходят из-под контроля, когда Блейд сбегает с Кафкой, а воскрешение Стелларона в древе Амброзии повышает ставки и заставляет команду отправиться в комиссию по предсказаниям. В космическом танце интриг и потрясений нынешнее разворачивается в пределах Сянчжоу-Лофу, где сияние противоречивых сил и загадочных элементов разворачивает сагу, овеянную неопределенностью и поиском разрешения. В космических хрониках Сянчжоу-Лофу тайны раскрываются, а союзы сталкиваются, и Небесный Гобелен продолжает ткать свою запутанную историю. Наше путешествие по космическим коридорам подходит к концу, но сага по-прежнему полна интриг и непередаваемых приключений. Если эта космическая история показалась вам интересной, не пропустите следующую главу этой небесной Одиссеи. Углубитесь в тайны, которые вас ждут, и подпишитесь на канал, чтобы узнать больше космических хроник. И если это космическое путешествие вам понравилось, не забудьте поставить лайк. До новых встреч в этом космическом путешествии. Пусть звезды указывают вам путь.